Обзор, прогноз, анализ криптовалют. Рынок у нас сегодня в основном красного цвета. Многие монеты падают. Давайте посмотрим, на каком фоне все это дело происходит. Уже второй день по биткоину ни шорты, ни лонги особо не меняются. Плюс-минус 1-2%. Все остается на своих позициях. В очередной раз напомню, что набранные за 2 недели последние шорты до сих пор актуальны. И их пока не сбрили и не закрыли. После последнего небольшого падения криптовалют страх у нас снова стал экстремальным. На графике это видно как снижение уже третий день подряд. График идет вниз, следовательно страх идет наверх. Ликвидировано сегодня почти 63 тысячи трейдеров. И что интересно, 80 с лишним процентов это лонгисты. То есть люди все-таки залетали в лонги в надежде, что график пойдет наверх. Но не тут-то было. Почти 360 миллионов долларов только с лонгистов сбрили. Это не рекордные показатели, но это сравнимо с позапрошлым днем. Что же касается Grayscale, сегодня они решили затарить целую тележку альткоинов. Здесь у нас и Litecoin, и Bitcoin Cash, и Zen, Link, Filecoin. Решили затариться на этом падении побольше. Обычно они берут одну, максимум 2 монеты в небольшом количестве. Здесь просто особенно Litecoin и Bitcoin Cash тысячами набрали. В ближайшие дни событий особо важных не предвидится. В основном это вопросы-ответы, какие-то встречи. Только 19 и 20 июня вот на монете NIR будет NFT-аукцион, и на Harmony будет важное событие. Сегодня-завтра практически ничего нет. Можно отметить обновление системы на такой монете, как Avalanche. Эту новость добавили совсем недавно, но отыгрывать она будет до 30 сентября. Конкретной даты не назначена. Давайте перейдем теперь к основным новостям. Bloomberg. Регуляторы закрывают глаза на риски CBDC. CBDC это у нас государственные цифровые валюты, такие как цифровой рубль, юань, доллар и в таком духе. Руководители центральных банков намерены преуменьшить опасения вокруг государственных цифровых валют. Они смотрят на них только с одной стороны и видят только пользу от CBDC, отметая все возможные риски. Кстати, как говорилось вчера, использование данных цифровых валют государственных может спровоцировать внезапный отток средств из банковских депозитов. А это будет мощный удар по банковской системе любого государства. Goldman Sachs раскритиковал инвестиционную ценность биткоина. Они заявили, что криптовалюта не имеет долгосрочной ценности и не является классом активов. Об этом они заявили в новом отчете аналитиков. До этого в отчете главы подразделения цифровых активов этого же банка от 21 мая признавалось, что биткоин можно рассматривать в качестве инвестиционного инструмента. То есть они в своем же банке то говорят, что это классная штука, теперь же заявляют, что это полная ерунда. Какие новости нужно вкидывать на рынок, такие позиции они и занимают. Биткоин рос, значит отличный класс активов. Биткоин падает, это полная хрень, и нельзя биткоин никогда в жизни покупать. Кракен готовится выйти на биржу через 12-18 месяцев. Это замечательная новость. Кракен, получается, идет по стопам Coinbase. Эта биржа является второй по величине криптовалютной биржей в Америке. Наша миссия – принести криптовалюту в мир, и мы надеемся, что наша оценка будет отражением нашего успеха в достижении этой миссии, заявил директор Кракена. В общем, отличная новость. Кракен не хочет отставать от Coinbase. В банкоматы Пекина добавили опцию конвертации юаня в CBDC. Промышленный и коммерческий банк Китая добавил возможность конвертации юаня в цифровую версию и обратно в более чем 3000 банкоматах Пекина. То есть у них уже полным ходом идет развертывание внедрение цифрового юаня. Мне почему-то кажется, что это напрямую связано с борьбой с криптовалютами. То есть они параллельно внедряют свою цифровую валюту и избавляются от другой крипты. И это может быть в следующей стране, которая решит внедрять CBDC более активно. Начнут запрещать крипту, начнут с майнинга. Но пока что мэр Майами, например, планирует привлечь китайских майнеров дешевой энергией. Вчера мы читали, что в Казахстане открывают майнинговые центры, теперь у нас в Майами привлекают китайских майнеров. В общем, не пропадут ребята. Мэр Майами решил предложить им аж доступ к ядерной энергии. Он пока не получал никаких конкретных предложений от китайцев, но он рассчитывает на то, что дешевая электроэнергия заставит их перенести мощности именно к ним.
Мы хотим убедиться, что наш город способен конкурировать. Мы общались со многими компаниями и просто говорили им: «Эй, мы хотим вас видеть здесь». Но пока, видимо, официальных ответов никаких нет. Группа Мумитроль запустит NFT-коллекцию на маркетплейсе Binance. Запуск данной платформы состоится 24 июня. В аукционе смогут участвовать все зарегистрированные пользователи Binance. И в каждой стране Binance привлекает к участию на этой площадке местных каких-то звезд. Из России я знаю вот про Мумитроль, про LG, в Украине, по-моему, Потап какие-то штуки на NFT-площадке будет запускать. Вот, кстати, об этом и написано. Рэп-исполнитель LG анонсировал рингтоны на NFT-площадке. Вот и про Потапа написано. Тина Король какая-то, даже не знаю, кто это. Но, видимо, известная какая-то тетка. И снова у нас китайцы, которые запрещают майнить своим гражданам. Майнеров провинции Сычуань обязали прекратить работу до 20 июня. Власти китайской провинции Сычуань потребовали остановить деятельность ключевых майнеров и запретили местным энергетическим компаниям поставлять им электроэнергию. Жестко они их там разгоняют, аж электричество отключают. Согласно документу, все энергетические компании провинции обязаны прекратить поставку электроэнергии майнерам и отчитаться регулятору до 25 июня. Местные надзорные органы также проводят проверки с целью выявления добывающих криптовалюту предприятий. И все это, похоже, ради своих цифровых денег. Больше причины какой-то адекватной я не вижу. Британский регулятор насчитал в стране 2 миллиона 300 тысяч криптоинвесторов. Данная цифра увеличилась с 1 миллиона 900 тысяч всего за год. Исследователи зафиксировали увеличение медианного депозита с 260 до 300 фунтов. Это около 420 долларов. То есть не только количество инвесторов увеличивается в Британии, но и средний чек, так сказать. Их тоже растет. Отличная статистика, говорящая о том, что криптовалюта идет в массы. А вот и наши любимые Grayscale, за которыми мы следим каждый день и смотрим, что они закупают. Они решили расширить список активов для новых продуктов. Внесли в свой список 13 дополнительных активов, на базе которых в будущем может предложить клиентам новые инвестиционные трасты. Вот он, данный список. Можете ставить на паузу, почитать. Cosmos, EOS, ADA, OneInch, что тут из такого популярного. Интернет-компьютер, Kava, Matic, Dot, Solana, ну и много всего еще. ZeroX в конце. Это будет неплохой прибавкой, и я думаю, курс данных активов может подскочить, как только они будут добавлены в Grayscale. Злоумышленники рассылают по почте поддельные аппаратные кошельки Ledger Nano X. В июле 2020 года компания Ledger объявила о взломе своей маркетинговой базы данных. Хакерская атака не повлияла на безопасность кошельков, но привела к утечке миллиона электронных писем. И ее последствия ощущаются даже после прошествия года. В общем, фишка развода в том, что из утекшей базы достали адреса тех, кто пользуется данным кошельком, и разослали им новые версии кошельков, но уже с измененными внутренностями, так сказать. Вот они. Приложив к этому письмо с извинениями, якобы вот вам подарочек от нашей фирмы за то, что в прошлый раз была утечка данных. Вот примите новую версию бесплатно и переложите туда, пожалуйста, все свои денежки для большей безопасности. И, естественно, как только пользователь переносил туда свои средства пропадали. Поэтому все пользователи данных кошельков должны быть начеку. Давайте посмотрим сейчас, что происходит у нас на графиках. Особо изменений у нас больших не было. По биткоину можно констатировать тот факт, что цена пробивает на 4 часах скользяшку и пока консолидируется под ней. А это значит, что с большей вероятностью мы все-таки, скорее всего, продолжим движение вниз. Обычно скользяшка, она как уровень сопротивления и поддержки работает. И здесь мы ее пробили, сейчас тестируем снизу. Пока прогноз остается в силе. По эфириуму такая же ситуация. Рисовали здесь мы треугольник, и одну из сторон мы все-таки пробили вниз. Нельзя пока сказать, что треугольник у нас сломан, пока мы не пробили вот этот лой, потому что только тогда будет нарушение этой границы. И то не факт, что треугольник здесь отменится. Он может просто расшириться. Но в любом случае, пока здесь тренд нисходящий, и прогноз по эфириуму также остается в силе. Приоритет движения у нас вниз. По Ripple здесь уже прям скучно становится. Который день мы наблюдаем. Ripple и взлететь не может, и пробить данный уровень тоже не может. Объемов нет, просто лежим, так сказать, на этом уровне практически в 0.8. Также лонговать это дело пока не стоит, так как тенденция все равно нисходящая, локально. Как только будут какие-то изменения, можно будет рассмотреть это все дело на лонг, если мы не пойдем ниже. Биткоин доминация также у нас затормозила, индикатор разгружается, но идти
идти вниз мы не хотим. На рост уже сил нет. Здесь также мое мнение неизменно. Думаю, что скоро биткоин-доминация пойдет на снижение, хотя бы скорректировать предыдущий рост. Посмотрю пару монеток, которые смотрели вчера, что с ними произошло. Стоит отметить вот BitTorrent. Рисовали мы треугольник и отметил стрелочку. Говорил, что такие формации обычно пробиваются вниз. Заходного у нас, естественно, не случилось, которое я рисовал, что если такое случится, можно будет заходить. Это было маловероятно. А вот то, что пробитие вниз, у нас данное движение подтверждается. Идем по размеченному сценарию отрабатывать нисходящее движение. Куда идем? Ну, если мы идем по данному сценарию, то у нас все возможные расчетные уровни уже пробиты. И единственный какой вариант здесь на лонг, это нужно просто дожидаться разворота. Когда мы нащупаем дно, на откате заходного импульса можно заходить со стопом за основание. Пока что данная структура будет актуальна, пока мы не пробили вот здесь слой начала импульса. Вот здесь у нас ближайший уровень по Фибоначчи от волны 1. Это ближайший уровень, где может случиться какая-то остановка. Пока прогноз по BitTorrent это снижение вниз, и лонговать это не стоит. Чилис глянем. По Чилизу все пошло как и планировалось. Мы пошли вниз и посмотрим, как поведет себя цена на касание со скользящей средней. Пока в приоритете также снижение до отмеченных значений предыдущих лоев. Чилис пока также смотрится слабо. По шибе. Что у нас по шибе? По шибе я слежу и ищу возможность зайти в лонг, потому что мы пришли в расчетную зону. Отскоков никаких нет, я пока этих собачек не покупал. Я жду вот такую штуку нарисованную. Посмотрим, случится ли она при касании со скользящей средней. Но пока наугад я этих собак покупать не буду. Шибу буду рассматривать в лонг только после найденного локального дна. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!